Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытываю вас на прочность. Если градус правды зашкаливает, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен. Итак, поехали. Любишь ли ты миндальное молоко? Я, в общем-то, сторонник идеи, что подоить можно все, что угодно, в том числе и орехи. Ну, я не только миндальное молоко не люблю, я, в принципе, никакое молоко не употребляю, кроме сгущенного. Здесь не могу отказать в себе в удовольствии. А так нет. К миндальному равнодушен, к овсяному, какой там еще бывает, не мой кайф. В 2010 году я оставила у тебя заколку. Когда вернешь? Не сказать, чтобы я ее прямо пользовался, но, если честно, я году так в 12-м женился, и все забытые у меня кем бы то ни было вещи, к сожалению, утилизировал. Так что с меня заколка, если что. Как ты относишься к зоозащите? Ну, в принципе, все мы гости на этой планете, поэтому тех, кого обижают и пытаются истребить, я, конечно же, на их стороне. Если отбросить, конечно же, идею о глобальной борьбе за выживание. Поэтому зоозащитники, которые пытаются какими-то разумными способами склонить людей к тому, чтобы они бережно относились к природе в целом, я отношусь положительно. Те, кто пытается лицемерить, как лицемерить? Наверное, они просто не видят разницы между домашними животными и дикими. Вот те, которые за диких, как бы здорово, да. Не трогайте диких животных, и все у нас будет хорошо. А то, что касается домашних, я в принципе не понимаю, как можно нормально относиться к подчинению человеком природы в маленьких домашних условиях. То есть, если бы не спрос на маленьких собачек искусственно выведенных, наверное, их никто бы и не выводил. Так что за права животных отлично. Я бы даже дал собачкам право голосовать. Твое отношение к социальной рекламе. Социальная реклама. Вообще, социальная реклама штука, наверное, полезная. Говорю здесь «наверное». Но, к сожалению, те, кто ее делают, в основном склоняются к тому, чтобы людей всячески запугивать. Если вы наблюдали рекламные ролики какие-либо социальные, то там в основном страх, 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 страх. Да, конечно, он привлекает людей больше, чем какие-либо выгоды. Кроме участия в финансовых пирамидах. Но мне кажется, что изменить поведение людей или изменить их отношение к чему бы то ни было можно и другими способами. Какими? Какими-то другими. Когда ждать третьего ребенка? Насколько я понимаю, это вопрос как бы ко мне. Не уверен, что в ближайшее время, да и вообще я бы уже остановился. А тех, кто призывает, активно призывает, я бы даже сказал, склоняет, отправил бы самих рожать. Почему бы нет? Орехи-то вы научились доить, может, и третьего ребенка себе тоже заведете. Особенно было бы удивительно заводить третьего ребенка тем, у кого и второго еще нет, а зачастую и первого. За какую футбольную команду болеешь? Вообще болеть за малознакомых мне людей не в моем стиле. Футбол эпизодически смотрю. Когда-то у меня было настроение, даже пару раз, тройку раз, четверку раз был на стадионе,
Само действие на стадионе – это прям круто. Толпа, энергетика. Но со временем утратились во мне вот эти вот позывы к толпе, к эмоциям, к энергетике. Периодически смотрю какие-нибудь большие чемпионаты мира, Европы. Бывает интересно. Ни за кого не болею. Ну, болею за победителей, наверное. Прекрасно присоединиться к тем, кто побеждает, и при этом ничего не делать. Ну же, как не делать? Принимать твердый упор на диване или в кресле и настойчиво желать им победы. Разочаровал, да? Собираешь ли ты чеки? Ну, не то, чтобы меня можно встретить на улице собирающего чеки. То есть я не коллекционер. А то, что касается наблюдения за своим бюджетом, здесь, да, согласен. Каждый чек должен быть учтен. По словам мудрецов, ты не управляешь тем, чего не можешь сосчитать. Так что я копеечку-то берегу. Знаете, знаете. Меня не проведешь. Тебя предавали? Грустная страничка. Предавали команды, за которые болел. У меня нет такой проблемы. Я вообще очень скептически отношусь к версии, что кого-то или что-то можно предать. Ну, то есть я примерно понимаю, что человек, взявший обязательства, пообещавший что бы то ни было, он как бы становится обязанным. Но я все-таки к эмоциональной сфере отношусь с определенным скепсисом. То есть обязательства из какой-нибудь юриспруденции для меня лично чревато исполнением этого обязательства. Да, если я его не исполнил, я чувствую себя прискорбно и отвратно, но предательство это все-таки про какую-то эмоциональную составляющую. Ну, короче, те, кто считают, что их предали, они считают себя пупом земли. Нет, люди вольны делать так, как они этого хотят, и ни с кем не считаться. Просто вы можете к ним как бы относиться. Но просто когда ты считаешь, что тебя предали, ты как бы жертва, если не сказать терпила. Так что, не. Возможна ли дружба между мужчиной и женщиной? Как сказали на каком-то сборище актеры телефильма «Д'Артаньян и три мушкетера», на этот вопрос они ответили: теперь уже да. Я еще не в их возрасте, но уже стоит задуматься. На самом деле, для меня долгое время дружба была разновидностью чувства. Ну, то есть это такая глубокая привязанность. Поэтому она лежит примерно в той же области, что и любовь. Так что если предположить, что мужчина и женщина находятся в состоянии дружбы, то, будем честными, рано или поздно природа возьмет свое. А если не возьмет свое, ну, значит, они как бы и не друзья и были, прямо скажем. Вопрос от звезды. Ну, ты понимаешь, я девушка, мне неудобно навязываться. Безусловно, безусловно. Есть такой стереотип, что девушки не должны навязываться. Мне кажется, сейчас наступило время разрушения стереотипов, так что навязывайтесь, навязывайтесь. Как там? Девушка никогда не позвонит первой, но сообщениями завалит. Понял, нет? На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и звоните в колокольчик.